Добрый день, друзья! Сегодня покажу пересадочку одной орхидеи. Куплена эта орхидея примерно в период декабрь-январь. Простояла она вот эти все месяцы в покупном горшке. Я вам ее не раз показывала. Я ждала этой пересадки. Ждала того, чтобы детка, которая появилась у этой орхидеи, подросла и дала немножко корешков. Здесь на детке внутри горшочка видно, что у нее появилось два небольших корня. У мамы тоже в горшке очень много корней. Пошли корни от шеи. И что самое удивительное, она сейчас выпустила цветонос. Поэтому ее можно и нужно пересадить. Будут небольшие сложности, потому что внизу горшка корень не только вырос, но и назад пророс куда-то. Поэтому горшок я буду разрезать с двух сторон, для того, чтобы этот корень освободить. Ну, как получится. Если не получится освободить, ну, тогда мы лишимся одного корня. Но это не страшно, потому что у орхидеи, смотрите, со всех сторон растут корни. И на воздушных корешках вот они молоденькие корни. То есть корней достаточно. Поэтому давайте будем аккуратно извлекать ее из горшка. Кстати, это орхидея от GMP. На ней было написано тест. Название, когда она цвела, мы не определили, что это за название. Что у нее за название, вернее. Она была такого нежно-желтого цвета. Я надрежу горшок с 2, 3, 4 сторон, как это будет удобно, для того, чтобы ее извлечь. Режу там, где нет корней. Потому что корни, вот такие корни, они могут прирасти к горшочку. Поэтому все делаем аккуратно и пытаемся сохранить ей корни. Ой. Ну, аккуратно не получается. Ну, потихоньку будем разрезать, убирать горшок. Я ее недавно поливала, поэтому корни в горшке влажные. Но с влажными корнями очень удобно разбирать орхидею, потому что вероятность слома корней меньше. Они более, когда они не сухие, а влажные, они более податливые, не хрустящие. И так потихоньку убираем горшок. Грунт, конечно, летит во все стороны, но это не самое страшное. Так, и теперь нам осталось здесь аккуратно также вырезать этот горшок.
Не очень все это удобно делать на камеру. Но попробую вам показать весь этот процесс. Как же сложно он здесь закрутился. Вот такой корень нам пришлось освобождать. И теперь освобождаем орхидею от грунта. Посмотрим, сколько корешков здесь наросло. Увидим обязательно торфяной стакан. Он сбоку, кстати. Вот если поставить так орхидею, то торфяной стакан, вот он сбоку получился. А здесь грунт. Ну, как засыпал садовник, так и засыпал. Торфяной стакан немного влажный, даже при том, что я поливала по краю горшка. Влажный стакан, но влажный стакан всегда удобнее убирать. Мы меньше можем повредить корни орхидеи, когда торфяной стакан влажный. Его аккуратно снимаем. Кстати, в торфяном стакане прекрасные корни. Я отсюда вижу. Ни один не сгнил корешок. Даже в торфяном стаканчике. Сейчас с другой стороны постараюсь показать. Вот эти корни были в торфяном стакане. Они все светлые, все хорошие. Ну, светлые они потому что росли без доступа солнечного света. Тут же важно не корни, и цветонос, и детку не сломать. Поэтому стараюсь все это сделать очень нежно с цветком. Так, больше не буду ничего снимать. Просто покажу вам, что все неплохо с орхидеей, с ее корнями. Сейчас я пойду промывать ее под краном. Я всегда промываю орхидеи под краном один единственный раз. Как я промываю, я неоднократно показывала, поэтому ссылочку на это видео я сразу вам оставлю, а покажу вам уже чистые промытые корни. Промыла корешки. Теперь мы просто убираем, если есть кончики какие-то черненькие, убираем, обрезаем. Если где-то осталось маленькие кусочки коры, если это возможно,
убираем. Если невозможно, оставляем. Если где-то есть сухие, гнилые корешки, вот это мы сейчас с вами и уберем. Например, вот такой гнилой корешок есть. Основание, но здесь есть как перетяжечка такая. Вот по эту перетяжечку я убираю этот корешок. Там нет живого, там был сломленный корень. И образовалась такая вот, ну вот как вот такая перетяжка. Вот в этих перетяжках я обрезаю корешки, если это возможно, если это нужно. Но просто хочу обратить ваше внимание, как прорастают интересно корни. Маленькие-маленькие. На старых корешках, вот они были в темноте, вот корень растет, еще один, здесь, здесь, здесь. Везде есть молоденькие корешки. Вот так нарастают корешки у орхидеи, не пересаженные в течение даже 3-4 месяцев. Сейчас вот здесь попробуем убрать еще. Вот грунт убирается здесь. Вот плохие части обрезаю. Если целиком корень, вот, сейчас покажу, вот тоже есть корешок с перетяжечкой, весь этот корешок я и отрезаю. А вот этот весь сухой плохой корень, он находится рядом с маленькими молоденькими корешками детки, поэтому просто аккуратно его удаляю. Вон там внутри у детки появилось 2 корешка. И у мамы есть основание. Вот это основание, вот если есть черненькие вот такие, какие-то там остатки от листиков или что-то там еще такое, вот это все нужно убрать, потому что это будет способствовать гниению. Потому что обрабатывать мы ее ничем не собираемся. Она хорошо все сделала сама, никакими фитоспоринами, никакими максимами. Когда орхидея так нарастила корни, да еще и цветонос детку, обработки ей никакие не нужны. Она находится в активном росте, поэтому пересадку она перенесет абсолютно безболезненно. Я когда промываю, если орхидея вот так корни вырастила прямо по форме горшка, я стараюсь их не расплетать. Я их посажу просто в больший горшочек. И пусть она там сама решает, как она их дальше будет растить. Вот в таком состоянии мы ее посадим. Горшочек Левенгрин, Протея, 2,3 литра. Горшочек двойной. Можно убрать эту. Смотрим, подходит ли нам горшок по размеру корней. Да, все очень хорошо подходит. И вот эти 2 корешка я постараюсь опустить вовнутрь горшка. Вот так. А эти пусть останутся, вот эти сзади, которые находятся, пусть останутся воздушными. Хотя вот этот корешок тоже можно опустить туда. Этот ломать не будем. Придерживая орхидею, засыпаю керамзитом.
Все, засыпали керамзитом. Какие-то корешки получились внутри горшка, какие-то немножко торчат. После первого полива, когда керамзит распределится в горшке так, как ему там нравится, если появятся сверху какие-то пустоты, я обязательно добавляю керамзит. Почему я такую детку не стала отрезать и разъединять маму с этим малышом? Ну, во-первых, у малыша еще очень маленькие корни, и их всего 2. Такую детку отделять от мамы просто нельзя. Если даже она выживет потом, она очень-очень долго будет расти. Сейчас она вместе с материнским растением будет получать и удобрения, и какие-то микроэлементы. Мама ей постарается что-то от себя отдать. С мамой она расти будет быстрее и лучше. Ну, вы, если смотрите канал постоянно, видели, у меня на цветоносе мама вырастила 2 детки. И как хорошо растут детки с мамой, выращивают вот такие огромные корни. И только потом я ее отделяю. Но в это время я, естественно, орхидею маму удобряю. Получается, что удобрения вместе получают и мама, и детка. А еще мне последнее время очень нравится, когда в горшке растут вот такие мамы, детки, все вместе. Они очень интересно цветут, по 2-3 цветоноса. И если эта детка будет расти одновременно с мамой очень хорошо, то я просто сделаю им большой горшок для того, чтобы было 2 таких красивых растения. Я очень люблю желтые орхидеи. Посмотрим, как она зацветет уже в домашних условиях, какие у нее будут цветы. Потому что когда покупаешь, иногда цветы уже более блеклые. И непонятно, не то что даже сорт, а непонятно, какой они расцветки были изначально. Ну, недельку они к нам едут в темноте, поэтому могут потерять часть своей окраски. Пусть они еще немного порастут вместе, да даже и много порастут вместе. Мама пусть зацветает, а детка продолжает расти и меня радовать. Может быть, зацветут в следующем году или к осени уже вместе. Ну, в общем, понаблюдаем. Интересное растение получилось. Мне нравятся такие подарки судьбы. И детка, и цветонос, и мама в очень хорошем состоянии. Будем ждать продолжения этой истории и цветения этой орхидеи. До новых встреч! Увидимся на канале!